Согласно последним исследованиям, мегалодон не был тем, чем его представляли в культуре. Этот гигантский хищник, обитавший в океанах примерно до 2 миллионов лет назад, стал предметом многих мифов и легенд. Объекты, которые когда-либо ассоциировались с его существованием, часто оказывались либо недоразумениями, либо ошибками в интерпретации данных. Научное сообщество, изучая ископаемые остатки, пришло к выводу, что представление о мегалодоне как о морском монстре, который мог достигать длины более 15 метров, нуждаются в пересмотре. Первое упоминание о мегалодоне произошло в XIX веке, когда ученые начали находить огромные зубы, которые предполагались как остатки этого вида акул. Однако последние научные исследования показывают, что эти зубы могли принадлежать другим крупным морским хищникам. Объемные данные о формах зубов, их структуре и распределении во времени и пространстве говорят о том, что мегалодон не имел столь внушительных размеров, как считалось ранее. Археологи и палеонтологи проанализировали сотни образцов ископаемых и пришли к выводу, что многие из них были неверно идентифицированы. Например, некоторые зубы, которые в прошлом приписывались мегалодону, сегодня классифицируются как остатки других акул, таких как Carcharodontis chubutensis. Это открытие приводит к вопросу, как же сложился миф о мегалодоне. Люди всегда стремились к созданию мифов о великих хищниках, которые могли бы угрожать им в их среде. Это объясняет, почему мегалодон стал так популярным в популярной культуре. Фильмы, книги и документальные передачи о нем, такие как «Мегалодон. Реальный хищник», формируют у зрителей представление о существовании этого существа как о нечто зловещем и мощном. Однако, исследуя научные данные, можно увидеть, что многие из этих представлений основаны на вымыслах и искажениях. Научные исследования показывают, что акулы, включая мегалодона, эволюционировали в ответ на изменения в окружающей среде. К примеру, изменение температуры океана, уровень кислорода и доступность пищи могли сыграть ключевую роль в вымирании мегалодона. Изучение их экологии и сравнительный анализ с другими видами акул может пролить свет на вопрос, действительно ли мегалодон когда-либо существовал в форме, которую мы себе представляем. Древние ископаемые находки свидетельствуют о том, что существовали акулы, похожие на мегалодона, но эти существа, возможно, были гораздо меньше и не имели тех же охотничьих навыков. Очевидно, что нам стоит взглянуть на это существо под новым углом, чтобы понять, где заканчивается реальность и начинается миф. Интрига остается, как же на самом деле выглядел мегалодон, если он вообще существовал. В 1930 году в США была опубликована статья, в которой утверждалось, что в водах Тихого океана были замечены гигантские акулы с размерами, превышающими все известные виды. Эти сообщения начали порождать слухи о возможном выживании мегалодона. Однако тщательное исследование обнаружило, что большинство этих наблюдений были ошибочными. Местные рыбаки описывали свои встречи с монстрами, но их свидетельства часто были основаны на заблуждениях или страха перед неизвестным. Кроме того, ракушка, которую они принимали за зуб мегалодона, на самом деле оказалась остатком другого морского существа. В древних записях большинство упоминаний о крупных морских хищниках происходит из мифологии. Например, в различных культурах встречаются легенды о существе, способном поглощать корабли целиком. Эти истории могли быть проекцией страха перед мощью океана и его обитателей. Научные исследования показали, что многие из этих мифов могли быть основаны на реальных встречах с крупными акулами, но они были преувеличены в устной традиции. Во время раскопок в Сицилии были найдены останки акул, относящихся к тому же семейству, что и мегалодон, но значительно меньших размеров. Ученые пришли к выводу, что эти ископаемые могли служить источником вдохновения для историй о гигантских акулах. В одном из таких исследований археологами была обнаружена уникальная находка – зуб, длина которого составила более 7 дюймов. Этот зуб, ранее считавшийся фрагментом мегалодона, оказался принадлежностью акуле, жившей в ту же эпоху, но гораздо меньшего размера. Исследования также выявили интересные детали о среде обитания акул в прошлом. Палеонтологи выяснили, что акулы, возможно, адаптировались к изменяющимся условиям океана, что могло привести к их эволюции, в том числе и в сторону уменьшения размеров.
Сравнивая ископаемые находки, можно заметить, что в осадочных слоях, относящихся к периоду вымирания мегалодона, значительное количество более мелких акул становится доминирующим. В это же время в научных кругах возникали споры о том, стоит ли продолжать называть эти существа мегалодонами. Появились альтернативные теории, утверждающие, что мегалодон является собирательным образом для нескольких видов акул, существовавших в разные времена. Это предположение вызвало дополнительные исследования, которые пытались разобраться, каким именно особям могло принадлежать то или иное ископаемое. В то время как некоторые исследователи продолжали искать доказательства существования мегалодона, другие пытались установить, как миф о нем мог возникнуть и закрепиться в массовом сознании. Заметно усилился интерес к популярной культуре, где мегалодон стал символом морской угрозы. Эта связь между реальностью и мифами продолжала углубляться, оставляя открытым вопрос: что же на самом деле скрывалось за образом мегалодона? В 1990-х годах, когда исследования акул стали более систематизированными, группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре начала работать над проектом, посвященным изучению эволюции и вымиранию акул. В ходе работы были собраны данные, которые указывали на резкие изменения в экосистемах океанов за последние несколько миллионов лет. Эти изменения совпали с периодами массового вымирания, когда многие виды, включая крупных акул, вымерли. В особое внимание в ходе исследований попали климатические изменения, произошедшие в тот период. Уровень моря колебался, а температуры океана менялись, что напрямую влияло на пищевые цепочки. Вода становилась более кислой, а количество планктона, основного источника пищи для многих морских обитателей, падало. Эти факторы ставили под угрозу существование крупных хищников, таких как мегалодон, который, как считали, нуждался в большом объеме пищи для выживания. Параллельно с этими исследованиями другой ученый, доктор Элизабет Хантер, взялась за изучение ядерных изотопов в известняковых отложениях, чтобы проследить изменения в среде обитания акул. Она обнаружила, что многие виды крупных акул начали исчезать задолго до окончания эры мегалодонов. Этот факт ставил под сомнение традиционные представления о том, что мегалодон был единственным королем океанов своего времени. Вместо этого его исчезновение могло быть следствием более широких экологических изменений, затронувших множество видов. В это время в научном сообществе возникли споры. Некоторые ученые настаивали на том, что мегалодон был жертвой естественного отбора, в то время как другие считали, что его гибель была вызвана деятельностью человека, которая начала оказывать влияние на экосистемы океанов. Эта дискуссия привела к дополнительным исследованиям, направленным на выявление факторов, которые могли ускорить исчезновение данного вида. Тем временем в популярной культуре продолжали выходить фильмы и книги о мегалодоне, что еще больше усугубляло путаницу между реальностью и вымыслом. В 2000 году на экраны вышел фильм о мегалодоне, который стал кассовым хитом. Однако научное сообщество активно критиковало его за некомпетентность в описании настоящих фактов. Это создало противоречие между учеными и создателями контента, что сказалось на общественном восприятии хищников океанов. Доктор Хантер в своих исследованиях столкнулась с необходимостью освещать истинные факты о мегалодоне и его эволюции, в то время как необходимость развивать научную точность становилась все более актуальной. Она написала несколько статей, пытаясь донести до широкой аудитории, что миф о мегалодоне не должен затмевать важность изучения реальных причин, приведших к вымиранию акул. Однако ее работа натолкнулась на сопротивление со стороны тех, кто продолжал продвигать образ мегалодона как страшного монстра. Научные исследования продолжали углубляться, показывая, что вымирание акул было многогранным процессом, где мегалодон был лишь одной из многих жертв. Это открытие становилось важным шагом для понимания всей экосистемы, но также порождало необходимость в новых подходах к изучению акул как вида и их роли в океанах. Вопрос, действительно ли мегалодон исчез из-за изменений в климате, или же он стал жертвой антропогенного воздействия, оставался открытым. В ходе археологических раскопок, проведенных на побережье Средиземного моря, ученые сделали уникальную находку – остатки древнего поселения, где были обнаружены рисунки, изображающие крупных морских существ.
Эти изображения, созданные более 3000 лет назад, удивили исследователей. Существовали убедительные свидетельства того, что древние цивилизации обладали знаниями о крупных хищниках океана, возможно, даже о мегалодоне. Рисунки изображали существа с огромными зубами и массивными телами, что наталкивало на мысль о том, что представления о таких монстрах уходят корнями в далекое прошлое. Археологи начали анализировать зависимости между данными находками и устными преданиями, сохранившимися в местных культурах. Одно из таких преданий о странном чудовище, поглощавшем корабли, было записано в трудах древнегреческого ученого Аристотеля. В своих записях он упоминал о акуле гигантских размеров, что, как считалось, могло быть прообразом мегалодона. Ученые начали сопоставлять его описание с найденными ископаемыми остатками и изображениями, пытаясь установить, как древние люди воспринимали этих морских хищников. Однако с каждым новым открытием возникали сомнения. Часто упоминания о гигантских акулах были связаны с метафорическими образами и гиперболами. Некоторые исследования показывали, что подобные мифы могли служить для объяснения того, что древние люди не могли понять. Также обсуждались случаи, когда реальные встречи с крупными акулами могли быть преувеличены из-за страха и восхищения. В это время доктор Хантер продолжала свои исследования, связанные с древними познаниями о морских хищниках. Она обратила внимание на то, что в различных культурах существуют аналогичные мифы о страшных существах, обитающих в океанах. Это заставило ее задуматься о том, насколько сильно страх перед неизвестным влиял на создание этих историй. Она начала собирать данные о том, как разные народы описывали своих морских чудовищ, чтобы выяснить, есть ли связь между этими легендами и реальными существами. Одним из ключевых моментов в ее работе стало взаимодействие с местными рыбаками, которые делились своими историями о встречах с необычными морскими существами. Многие из них говорили о своих страхах и недопониманиях, связанных с размером и поведением акул. Однажды один из рыбаков рассказал доктору Хантер о том, как его дедушка утверждал, что видел монстра, который напоминал акулу, но с большими зубами и хвостом, способным перевернуть лодку. Эта история заинтриговала ученую, и она решила исследовать, какой вид акулы мог бы быть источником этих рассказов. В то же время напряжение в научном сообществе продолжало нарастать. Некоторые исследователи упрекали Хантер в том, что она слишком сильно сосредоточена на мифах, тогда как реальность вымирания акул требует более внимательного изучения. Это противостояние вызвало необходимость в научной дискуссии, где каждая сторона отстаивала свою точку зрения. Многие считали, что мифы о мегалодоне отвлекают от реальных проблем, связанных с охраной океанских экосистем. В то же время другие настаивали на том, что понимание культурных представлений о морских хищниках может помочь в более глубоком осмыслении их роли в экосистемах. Исследования продолжались, и каждый новый день приносил новые находки, которые обещали пролить свет на загадку мегалодона и его место в истории. Но чем больше Хантер углублялась в свои исследования, тем более сложной становилась картинка. Древние мифы, казалось, накладывали тень на современные научные достижения, оставляя вопрос о том, что же на самом деле было правдой в истории о мегалодоне, все более неясным. Неподалеку от побережья Флориды в 2020 году группа ученых наткнулась на уникальное захоронение акул, возраст которых оценивался в несколько миллионов лет. В ходе раскопок они обнаружили не только зубы, но и части скелетов, которые, по мнению экспертов, могли принадлежать представителям крупных акул, в том числе мегалодона. Эта находка вызвала настоящий фурор в научном мире, так как она предоставила новую информацию о поведении и экологии этих существ. Анализ ископаемых показал, что акулы обитали в разнообразных условиях, и их размеры варьировались в зависимости от изменений в экосистемах. Однако крупнейшие из находок вызывали споры среди ученых. Некоторые утверждали, что эти образцы действительно могли принадлежать мегалодону, в то время как другие настаивали на том, что их размеры не соответствуют ранее описанным. Основное противоречие заключалось в том, что размеры зубов далеко не всегда были пропорциональны размерам самого животного, что усложняло интерпретацию данных. Доктор Хантер, узнав о находках, решила присоединиться к команде, чтобы провести собственные исследования. Она проанализировала не только анатомические особенности останков, но и ископаемые, найденные ранее в других регионах.
В процессе работы Хантер обнаружила, что многие зубы, которые ранее считались принадлежностью мегалодона, по своей структуре и форме больше напоминали зубы других крупных акул. Это открытие стало для нее еще одним шагом навстречу пониманию, что миф о мегалодоне мог быть не более чем собирательным образом для нескольких видов. В то же время в научном сообществе началась борьба за финансирование, так как находки вызывали интерес не только ученых, но и средств массовой информации. Некоторые исследователи пытались продвигать теории о том, что мегалодон все же выживает в океанах, используя находки как доказательство. Это вызвало недовольство у Хантер, которая считала, что такая интерпретация отвлекает от реальных проблем, стоящих перед океанскими экосистемами. Однажды, во время обсуждения результатов своих исследований, Хантер столкнулась с хладнокровным оппонентом, доктором Майклом Флетчером, который настаивал на том, что мегалодон как хищник все еще может существовать. Он ссылается на теории о загадочных исчезновениях морских животных и предполагает, что в глубинах океана могут скрываться неоткрытые виды. Этот спор стал публичным и вызвал бурные обсуждения в научных кругах. Обострившаяся конкурентная атмосфера способствовала возникновению новых исследований, однако вопрос о реальности мегалодона оставался открытым. Хантер понимала, что ее находки могут не только изменить мнение о мегалодоне, но и повлиять на общественное восприятие акул в целом. В то время как Флетчер продолжал публиковать свои теории, Хантер решила организовать конференцию, на которой ученые могли бы представить свои результаты и более объективно обсудить открытые вопросы. Собрание стало настоящим испытанием для Хантер, так как ей предстояло столкнуться с обширной армией сторонников мифа о мегалодоне. К тому же она знала, что ее работа может оказаться под угрозой, если не удастся убедить аудиторию в важности научных фактов. Напряжение нарастало, и каждый новый день приближал ее к моменту, когда правда о мегалодоне должна была быть обнародована. Вопрос оставался: сможет ли она сохранить научный подход в мире, где мифы о мегалодоне продолжают доминировать? Перед конференцией, чтобы подготовиться к предстоящим дебатам, доктор Хантер решила углубиться в сравнительное изучение других крупных акул. Она обратилась к данным о современных таких видах, как тигровая акула, белая акула и китовая акула. Хантер анализировала их размеры, поведение и экосистемные роли, чтобы выявить, как эти существа могли бы указывать на то, как мог выглядеть мегалодон и какие факторы могли повлиять на его вымирание. Во время исследования она обнаружила, что белая акула, несмотря на свои впечатляющие размеры и мощь, не является единственным хищником в своих экосистемах. Тигровые акулы, к примеру, также могут достигать значительных размеров и имеют разнообразную диету. Хантер изучила данные о частоте встреч этих акул с людьми и их поведением в экосистемах. Оказалось, что тигровые акулы часто вели себя более агрессивно, чем белые, что могло быть связано с их адаптацией к конкретным условиям. Однажды, просматривая старые записи о находках, Хантер наткнулась на сравнительный анализ зубов различных видов акул, который был проведен в конце XX века. Этот документ содержал данные о форме и размере зубов, которые позволяли ученым делать выводы о жевательных системах акул. Она заметила, что зубы мегалодона, которые в прошлом были неправильно интерпретированы, имели много общего с зубами более мелких и современных акул, что ставило под сомнение его статус как единственного гигантского хищника. Хантер решила, что нужно привести это сравнение на конференцию, чтобы показать, что миф о мегалодоне может быть не более чем искажением реальности. Она создала презентацию, в которой наглядно демонстрировала сходство в анатомии зубов различных акул. Но напряжение нарастало, когда ее оппонент, доктор Флетчер, готовил свою собственную презентацию, в которой он собирался утверждать, что современные акулы не могут служить эталоном для понимания мегалодона. В день конференции аудитория была полна ожидания. Хантер вышла на сцену с уверенностью, но ее сердце колотилось от волнения. Она представила свои данные и акцентировала внимание на том, что хотя мегалодон и был гигантским существом, его жизненный цикл мог быть ближе к жизненному циклу современных акулий видов, чем считалось ранее. Она призвала аудиторию взглянуть на мегалодона не как на неприкасаемого монстра, а как на часть сложной экосистемы. Но когда пришло время выступления Флетчера, он жестко атаковал ее аргументы.
Он утверждал, что даже если мегалодон и имел сходство с современными акулами, их поведение и экология были коренным образом различными. Он приводил примеры наблюдений случайных встреч с крупными акулами, чтобы подтвердить свою теорию о существовании неких гибридных существ, которые могли бы быть потомками мегалодонов. Споры разгорелись, и Хантер ощутила, как ее аргументы начинают терять вес в свете эмоционального выступления Флетчера. Вопрос о том, кто прав, оставался открытым. Она понимала, что необходимость в научной точности должна победить в этом конфликте, но на практике эмоции и мифы о мегалодоне продолжали оказывать влияние на мнения и взгляды людей. В этот момент Хантер осознала, что ее задача заключается не только в том, чтобы доказать свою точку зрения, но и в том, чтобы вернуть научный подход в обсуждение, затмённое мифами. Она приняла решение не останавливаться на достигнутом и продолжать поиски истины, несмотря на противостояние. После конференции доктор Хантер вернулась к своим исследованиям, чтобы понять, почему миф о мегалодоне остается популярным в культуре. Она начала анализировать фильмы, книги и другие медиа, где мегалодон часто изображается как чудовище, способное затмить все остальные морские существа. Например, в 2006 году вышел фильм «Мегалодон», который сделал его главным антагонистом. Подобные произведения закрепили в сознании людей образ акулы как врага человечества. Хантер обратила внимание на то, что миф о мегалодоне пересекает реальные страхи перед океаном и его обитателями. Она исследовала, как огромные акулы, поглощающие людей и корабли, использовались в кино и литературе как метафора для представления опасностей, связанных с природой. Хантер заметила, что такие образы, как мегалодон, становятся символами страха, часто использующимися в массовой культуре. Научные данные о вымираниях акул и изменения в экосистемах дополняли эту картину. Хантер отметила, что в периоды массового вымирания, когда исчезало множество видов, культура стремилась создавать мифические образы, чтобы объяснить свои страхи. Мегалодон, как символ, усиливал эти страхи, создавая оппозицию между человеком и природой. Вдохновленная своими исследованиями, Хантер решила создать новую работу, где соединит научные факты и культурные мифы. Она начала собирать мнения людей, проводя опросы и интервью, чтобы выяснить, что именно привлекает их к образу мегалодона. Многие респонденты говорили, что их страх перед акулами коренится в недостаточном понимании этих животных. Участники также отмечали, что образ мегалодона вызывает адреналин и волнение, что делает истории о нем более привлекательными. Параллельно с этим Хантер заметила, что ее работа привлекает внимание не только научного сообщества, но и средств массовой информации. Статья о ее исследованиях о мегалодоне и его влиянии на культуру была опубликована в популярном научном журнале. Этот материал вызвал огромный интерес, и вскоре ее пригласили выступить на телешоу, где она могла бы обсудить свои находки. В день ее появления на телевидении Хантер ощутила нарастающее напряжение. Она понимала, что должна донести до широкой аудитории истинные факты о мегалодоне. Когда она вышла на сцену, ее речь была полна уверенности. Она говорила о том, что мегалодон не должен быть символом страха, а должен представлять интерес к изучению океанов и их обитателей. Неожиданно ее выступление прервал доктор Флетчер, который также присутствовал на программе. Он быстро вышел на сцену и начал настаивать на том, что мегалодон действительно может существовать. Он утверждал, что следы его можно найти в глубинах океана и что научное сообщество упускает возможность открытия нового мира. Этот поворот стал кульминационным моментом, когда Хантер и Флетчер оказались лицом к лицу в публичной битве за умы зрителей. Конфликт между ними обострился, и Хантер ощутила, что внимание публики переключается на спор. Она знала, что это ее шанс. Все ее исследование теперь зависело от того, сможет ли она убедить людей, что миф о мегалодоне должен уступить место пониманию реальных угроз океана. Хантер сделала шаг вперед и произнесла: «Мы не должны бояться того, чего не понимаем. Вместо этого давайте изучать и защищать ту жизнь, которая нас окружает». Этот момент стал решающим. Не только для нее, но и для всей дискуссии о мегалодоне и его месте в культуре. После напряженного телешоу, на котором Хантер удалось донести свои идеи до широкой аудитории, она вернулась к своему исследованию, сосредоточившись на проблемах, с которыми сталкивается палеонтология.
Эти проблемы были не просто теоретическими, они касались самой основы понимания эволюции и исчезновения акул, включая мегалодона. Хантер начала анализировать архивные данные, чтобы понять, почему так сложно установить точные факты о прошлом. Она изучила множество публикаций, в которых обсуждались проблемы с идентификацией ископаемых. Многие находки были неправильно классифицированы, что создавало путаницу в научных кругах. Например, некоторые образцы, которые считались зубами мегалодона, на самом деле могли принадлежать другим, более мелким видам акул, что подтверждала и ее предыдущая работа. Хантер обратила внимание на то, что подобные ошибки могли затмить реальное понимание экосистем, существовавших миллионы лет назад. Во время своих исследований Хантер наткнулась на старые документы, в которых описывались трудности, с которыми сталкивались палеонтологи в прошлом. Оказалось, что многие известные палеонтологи ошибались в своих выводах из-за недостатка информации и технологий. Это открытие стало для нее важным моментом. Она поняла, что современные ученые также могут быть обмануты стереотипами и мифами. Хантер начала собирать данные о том, как систематически обрабатываются ископаемые находки, чтобы выявить, как плохая интерпретация может повлиять на общую картину. В это время внимание Хантер привлекло одно недавнее открытие. В районе глубинных океанов были найдены остатки акул, которые, возможно, могли быть предками мегалодона. Однако эти находки также вызывали споры. Одни ученые утверждали, что это реальные доказательства существования мегалодона, в то время как другие настаивали, что это лишь другая ветвь эволюции, которая не имеет отношения к известным мифам. Хантер решила, что эти противоречия необходимо разъяснить, чтобы получить более ясную картину. Она обратилась к коллегам с предложением провести совместное исследование, которое объединит всех заинтересованных ученых. Хантер понимала, что необходимо создать единый подход к изучению палеонтологии, чтобы избежать дальнейших недоразумений. Она знала, что только так можно будет по-настоящему понять, какое место занимает мегалодон в истории акул и экосистем в целом. Параллельно с этим непрекращающиеся споры с доктором Флетчером продолжали нарастать. Его сторонники пытались дискредитировать научные данные, которые Хантер представляла. Для них мегалодон стал символом противостояния, и они не хотели видеть реальность в новом свете. Эта ситуация создала дополнительное давление на Хантер, заставляя ее действовать быстрее. Наступил момент, когда Хантер решила провести пресс-конференцию, на которой собиралась огласить результаты своих исследований и представить новые находки. Она пригласила известных ученых, чтобы продемонстрировать единство научного сообщества. Важно было показать, что палеонтология — это не только оспаривание, но и совместные усилия для достижения ясности. Хантер знала, что это ее шанс, чтобы внести ясность в вопрос о мегалодоне и его месте в истории. Когда день конференции настал, зал был полон. Хантер вышла на сцену, готовая поделиться новыми открытиями. Она понимала, что напряжение в воздухе ощущалось даже физически. Все ожидали ответа на вопрос, который стал настоящей загадкой. В этот момент, когда она произнесла свои первые слова, она знала, что этот момент может изменить все. С каждым новым фактом, который она представляла, Хантер приближалась к раскрытию главной тайны о мегалодоне и его роли в экосистемах, оставляя за собой след в истории палеонтологии. На пресс-конференции доктор Хантер представила результаты своих последних исследований, которые подтвердили ее гипотезу о сложной эволюции акул. Она подробно объяснила, как собранные данные о различных ископаемых находках помогают осветить не только биографию мегалодона, но и общую картину его существования в экосистемах. Хантер представила результаты сравнительного анализа зубов, демонстрируя, что многие мегалодоновые находки были неправильно интерпретированы и фактически принадлежали другим видам акул, таким как Carcharodontis chubutensis. В зале воцарилась тишина, когда Хантер привела убедительные факты, показывающие, что мегалодон как символ был не только мифом, но и отражением человеческих страхов. Она объяснила, как этот образ укоренился в обществе, создавая оппозицию между человеком и природой. Откровения о неправильных интерпретациях и о том, как мифы формируются на основе недостатка знаний, стали центральными моментами ее выступления. Хантер понимала, что ее слова могут изменить восприятие миллионами людей. Среди присутствующих были как сторонники, так и противники ее теорий, но никто не остался равнодушным. Каждое новое открытие вызывало бурные дискуссии и вопросы.
Доктор Флетчер, который также присутствовал, не мог не признать, что представленные данные ставят под сомнение его прежние взгляды. Он пытался возразить, но аргументы Хантер были настолько обоснованными, что в итоге он остался в тени. После конференции обсуждения о мегалодоне и его реальном месте в экосистемах обострились. Хантер стала востребованным экспертом, ее работы и исследования начали публиковаться в научных журналах и популярных изданиях. Мифы о мегалодоне начали постепенно уступать место научным фактам, и люди начали осознавать, что страх перед акулой не должен затмевать понимание их важности в экосистемах. Акулы стали символом не угрозы, а необходимости защиты морской среды. В последующие месяцы Хантер организовала несколько семинаров и общественных лекций, где она активно делилась своими знаниями с широкой аудиторией. Она призывала людей изучать и защищать океаны, а не бояться их обитателей. Это изменяло восприятие акул, поднимая вопросы экологии и сохранения биологического разнообразия. Хантер на протяжении всего процесса осознала, что ее настоящей миссией стало не только исследование, но и просвещение общества. По мере того, как миф о мегалодоне терял свою силу, общество начало осознавать важность сохранения океанов и их обитателей. Хантер покинула эту программу с чувством удовлетворения. Она поняла, что сделала многое для изменения общественного восприятия. Мегалодон, как мифический монстр, больше не был единственным, что оставалось в памяти людей. Вместо этого акулы начали ассоциироваться с красотой, сложностью и важностью сохранения морских экосистем. Таким образом, история о мегалодоне, которая начиналась с мифа о морском чудовище, превратилась в реальное движение за охрану океанической жизни, оставляя след в сознании людей. Хантер знала, что ее работа не закончилась, она только начинается. Каждый новый день приносил возможность узнать больше о загадках, скрывающихся в глубинах океанов, и она была готова к этому путешествию.